Думаю, каждый из вас, если не застревал в лифте, то боялся в нем застрять. Или прокатиться на нем до первого этажа в свободном падении. Или что из вызванного вами лифта выйдет человек со словами Здесь воняет. Я выхожу. Или во время важной речи просклонять слово «лифт» всеми возможными способами с неправильным ударением. Короче, лифт способен нагнать жути даже на людей без клаустрофобии. А если присовокупить к лифту еще и паранормальщину, то получится очередная городская или точнее интернет-легенда, которая успешно расфорсится в этих ваших крипипастах. Так что по ней снимут короткометражку, а потом и полноценный фильм, о котором и пойдет речь в этом ролике. Начинается же сия синема с того, что какая-то девушка решает поиграть в эту их игру в лифте. 100 девчонок и одна в лифте. Суть которой заключается в том, что надо нажать любой этаж, высунуть голову из дверей и... Нет. Есть множество устройств безопасности, предотвращающих подобные случаи. На самом деле, по правилам этой игры, нужно прокатиться по определенным этажам в определенной последовательности. Теперь будем то подниматься, то спускаться. И если все получится, то можно оказаться в параллельном измерении. Ну и еще там будет призрак некой девушки, с которой нельзя разговаривать и на которую нельзя смотреть. И вообще ее нужно всячески игнорить. Но мне кажется, для целевой аудитории крипипаст это не проблема. Итак, девушка методично выполняет все этапы ритуала, заключающиеся в нажимании кнопочек. Зрителю же, помимо нажимания кнопочек, еще показывают девушку, открывающиеся-закрывающиеся двери, лампочки и всякие классные механизмы лифта. Контент. Длится же сия саспенсовая сцена ни много ни мало 4 минуты. Просто представьте себе, до чего эволюционировал жанр ужасов. На нас пытаются нагнать жути катающейся на лифте девушкой. Здесь не хватает только реактмена. Уля-ля, гимина юля-ля, и с вами я, Леха Реакт. Леха Реактивный, ведь на моем канале реакции выходят быстрее всех. И сейчас мы будем смотреть, вы не поверите, настоящий шок-контент, как девушка катается на лифте. Я понимаю, что у некоторых из вас, мои маленькие зрители, только от одного слова «девушка» задрожали колени, но соберитесь, сейчас же соберитесь, ведь все самое интересное впереди. Поехали! Давай едь. Как-нибудь без тебя разберемся, Леха Реактивный. И чтобы в дальнейшем на это больше не отвлекаться, давайте я вам поподробнее расскажу правила игры в лифте. Цель игры – попасть в иной мир. Для этого нужно войти в лифт, не выходить ни на одном из этажей. Если кто-то посторонний попадет в лифт, придется начинать сначала. Затем подняться на 4-й этаж, опуститься на 2-й этаж, подняться на 6-й этаж, вернуться на 2-й этаж, подняться на 10-й этаж и вернуться на 5-й этаж. Там вы встретите молодую женщину, не смотрите на нее и никак с ней не взаимодействуйте. Нажмите кнопку 1-го этажа. Если лифт начнет подниматься, значит вас впустили в иной мир. Такие правила. И вот спустя 4 минуты увлекательнейшего зрелища девушка на 5-м этаже. Закрывайся, закрывайся, закрывайся! Но двери лифта, как и Sunlight, все никак не закроются. Девушка не выдерживает. Но вроде все в порядке. Она нажимает кнопку 1-го этажа, и лифт начинает подниматься. На 10-м этаже двери открываются, но девушке не суждено выйти ни на 10-м, ни на 1-м этаже, куда лифт приходит уже без нее. Она исчезла. Вот те и покаталась на лифте. Лучше бы за троллейбус заземалась. Целее была бы. Ну, то есть, в принципе, была бы. Начинаются вступительные титры. И по именам актеров, снявшихся в этом фильме, можно подумать, что мы сейчас будем смотреть порно. В фильме снимались Джина Анания, Меган Бест, Алек Карлос. И в принципе так оно и есть, если судить по сюжету, согласно которому группа молодых креативных и безгранично талантливых контент-мейкеров возьмется снимать сюжет про игру в лифте для своего шоу под названием «Кошмары на улице вызовов». Как мило. И давайте познакомимся с ними. Я ваш ведущий Крис Рус. И со мной, как всегда,
Хлоя Я. Ботан-исследователь. Мэтти Дэвис. Истинный верующий. Технический гуру. В целом, в своем шоу, как я понял, они проверяют всякие городские легенды и просто страшные истории. Ну или Мы играем в страшные игры в страшных местах. Точняк, в бутылочку. снимают же они его то ли на YouTube, если судить по этому шильдику, то ли на сайт. Но в любом случае, вопреки сложившемуся клише про интернет-шоу, тут и слова не будет про просмотры, лайки и комментарии. Ребята, фанаты комментируют. Они комментируют. Им нравится видео. О, это так волнительно. Главной проблемой этих духоловов будет стремление угодить спонсору. Не забывайте, спонсор этого эпизода – овощной напиток «Зеленое нечто». Который обещает им деньги. Не знаю, есть ли у них какая-нибудь работа, но такой источник заработка кажется сомнительным. Я бы посоветовал поискать что-то более стабильное и высокооплачиваемое, вместо того, чтобы гонять на лифте. Например, устроиться тестировщиком. Это, пожалуй, один из самых важных специалистов в любой компании. От гейм-студии до корпорации типа Яндекса и Гугла. Ведь он проверяет, чтобы все работало без ошибок. Без его одобрения не запускается ни один IT-продукт, игры, мобильные и веб-приложения, чтобы он не разочаровал своих пользователей. Неудивительно, что средняя зарплата middle специалиста 120 тысяч рублей. Конечно, без знаний никто никуда не возьмет, поэтому сначала я бы прошел курс тестировщик на Python в онлайн-школе Skill Factory. Тем более программа обучения радует. Минимум зубрежки и максимум практики на реальных кейсах крупных компаний. За время обучения вы отточите приобретенные навыки на интересных задачах, разберете кейсы с преподавателями и поучаствуете в хакатонах, а также пройдете стажировку в IT-компании ProMotion, что точно выделит ваше резюме на фоне остальных начинающих тестировщиков. Бояться, что вы не справитесь, не стоит. Skill Factory обучает с нуля. Умеете открывать браузер, значит сможете освоить новую профессию, а помогать вам в этом будут действующие разработчики из ведущих IT-студий. В качестве дипломного проекта, который пойдет в ваше портфолио, коллаба с Ростелекомом, что само по себе звучит очень круто. Уже через 4 месяца у вас будет достаточно навыков, чтобы искать работу. В этом помогут специалисты из карьерного центра Skill Factory, которые, как мудрые джедаи, усовершенствуют ваше резюме и научат отвечать даже на самые каверзные вопросы при собеседовании. Так что записывайтесь на курс «Тестировщик на Python» от Skill Factory по ссылке в описании. По моему промокоду TerrellCabot вы получите скидку 45% на обучение. А если успеете записаться в октябре, то заберете подарок – курс по нейросетям, которые нужны любому айтишнику. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Тем не менее, несмотря на то, что они все молодые и еще не успели набрать детей и нарожать ипотек, финансовая независимость требует финансы. Так что давайте постараемся и сделаем нашего спонсора очень довольным, чтобы не пришлось закрываться. Ведь предыдущая интеграция его не сильно удовлетворила. Когда упоминаем спонсора, должен быть виден продукт. Он там. Нет, его там нет. Видишь? Он вот здесь. Ну вообще похоже на то, что как будто бы кто-то случайно оставил свой мастурбатор на полочке. Но вопреки финансовым проблемам, У нас пока нет на это бюджета. их лидер предлагает принять в команду еще одного человека из числа поклонников. Что? Ты издеваешься? Ни на что нет бюджета, но ты берешь нового сотрудника? Платить ему, правда, не будут, но все равно непонятно, на кой хрен он им сдался. Знакомьтесь, это Райан Китон. Так круто быть здесь. Будешь и- делать все за нас. Ну или иными словами, Грузчик, парень работящий. сейчас же нужно выбрать идею для нового сюжета, но идей ни у кого нет, кроме поездки в Японию, на которую уже нет бюджета. И тут очень кстати приходится новый участник, предлагающий сыграть в игру в лифте. По идее, это то, что надо, он даже знает, где поблизости есть подходящий лифт, в котором погибла та самая девушка. Про бюджет такого выпуска даже говорить не приходится, ведь в нем будут задействованы только их ленивые и безмерно важные жопы. При условии, конечно, что для того, чтобы их сдвинуть, не нужно вызывать кран.
Но в любом случае идею бракуют, по вполне объективной причине. Вопрос, хотят ли люди смотреть, как мы целых 20 минут катаемся на лифте. По которой, впрочем, почему-то не забраковали этот полуторачасовой фильм. Как вдруг раздается звонок от спонсора, и главный в этой шайке-лейке идет получать словесных люлей. А Хлоя, пользуясь случаем, демонстрирует новенькому их офис. Это наши рабочие места. Это наша шикарная студия. Забитый доверху шведский стол. А вон там у нас офис Кевина. А это наш туалет. Но я хожу на улицу, просто по привычке. Ну и еще она записывает себя ему в телефон. Бесподобная Хлоя. А потом выясняется, что спонсор требует выпуск с его рекламой уже через неделю. Готовый эпизод за неделю? Это невозможно. Только на монтаж нужна неделя, не говоря про съемку. А это значит, что игра в лифте – это то, что надо. Мара, Это гениально, правда? И вот, после небольшой подготовки, которая остается за кадром, они уже возле нужного здания. Кто готов к аресту за проникновение? Если остановят, мы просто заблудившиеся туристы. Я могу сделать актив. Не надо. О, да вы посол торговой федерации? О, владыка. Но разве это законно? Кевин раздает всем спонсорские футболки. Все должны быть в одинаковом? Но ведь это неправдоподобно. Тогда они решают, что футболку наденет только Изи. Но тогда она должна быть в кадре, ясно? Человек, который все время будет за кадром с помощью планшета следить за ходом съемки, должен быть в кадре. Нет, она, конечно, в какой-то момент заскочит в кадр, но в любом случае уже понятно, что это какие-то гении рекламных интеграций. В общем, они начинают подготовку к съемкам, развешивают камер одну, прислушиваются к комнатному растению, принюхиваются к напольной лампе, проверяют направление ветра. Блин, да что с этим типом не так? Имитация бурной деятельности еще никогда не была столь очевидной. Ты управляешь шоу с крохотного планшета? С крохотного? Это мобильный командный центр. Я могу ракеты запустить с этого планшета. может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но Повезло, что я мирный человек. А этот хрен собрался с призраком раз на раз хуяриться, что ли? Для каких еще целей он мог затеять такую тщательную разминку? Только Хлоя как будто бы занята чем-то полезным. Я проверяю записи по даме с 5-го этажа. Пока что я выяснила, что она мстительный призрак, обитает в измерении Красные миры и любит разрывать людей на части. И вот, наконец, приходит время снимать. И одним из операторов будет новенький. Вот, смотри, как снимать этих придурков. Держи камеру, просунь руку сюда, снизу, да, затем открываешь монитор, направь, чтобы он смотрел на тебя, и тут кнопка питания. Давай. С чего она вообще взяла, что он умеет снимать? И кто был оператором в прошлые разы? Снимал. Мы решили, что наша цель делать все профессионально. Да, особенно эта операторская работа выглядит профессионально. В общем, сначала они озвучивают правила игры, которые мы с вами уже знаем, и заходят в лифт. Уля-ля, гимина, юля-ля, и с вами снова я, Леха Реактивный. И сейчас мы будем смотреть нечто совершенно немыслимое и невероятное. Как девушка и два парня катаются на лифте, это просто... И я знаю, вы бы отдали все, чтобы оказаться на месте этих парней. Да-да, вы два моих самых преданных и единственных зрителя. Так, это уже начинает походить на какой-то вирус. В общем, эти трое отправляются в увлекательное путешествие на лифте туда и обратно. А эти трое остаются внизу и следят за ними через планшет. Демонстрация же катания на лифте, не сказать, что стало интереснее с прошлого раза. Они нажимают кнопку верхнего этажа, и лифт едет вверх. Нажимают нижний этаж, лифт едет вниз. И да, я действительно пересказываю вам принцип работы лифта. Докатился. Чувак на операторе все это время подсыкает в штаны из-за того, что верит в девушку с 5-го этажа. Я, пожалуй, по лестнице пойду. Что? Нет. Они из Энео и Тринити над ними. И выдает крутейшую операторскую работу. Он реально, помимо таких ракурсов, еще снимает угол лифта. И продолжает его снимать, даже когда они приезжают на 5-й этаж, где, по идее, можно встретить призрака. Призрак, к слову, не появляется, несмотря на то, что Крис подсмотрел. Видимо, девушка с
5-го этажа боится, что не вывезет против троих. Тем более, когда один из них провел такую основательную разминку перед встречей с ней. Двери благополучно закрываются. Они нажимают кнопку 1-го этажа, но лифт устремляется наверх. Мы едем вверх! Этого не может быть! Нужно выйти! Нужно выйти! Нет, не надо! Что-то не так. Нет, на самом деле лифт останавливается на 9-м этаже, где к ним заходит какой-то челик, работающий здесь. Тем временем эти трое наблюдают какие-то помехи на планшете и прячутся от охранника. Что? Прячемся. Не подглядывай. Нет, я не видел. Я знаю. А когда приезжают их друзья, оказывается, что планшет, что-то затупил и пропала вторая половина съемок. То есть, как бы камеры писали не на себя, а на планшет. Не знаю, насколько это возможно, но в любом случае эти уникумы выбрали себе занятие, которое им явно не по плечу. Вдобавок у них разгорается конфликт, ведь выясняется, что он брат той девушки. Она фанатела от шоу, и ты трахнул ее. Видимо, мозг ей слепили из хлеба, ведь надо быть наглухо отбитой, чтобы фанатеть от этих имбецилов. Она была первокурсницей. Ну не восьмиклассница же, блять. Ты переспал с моей сестрой, а потом избегал ее. Ну и что теперь? Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили, а не за тех, кого трахнули. Но сначала рассказал ей легенду про игру в лифте. Предложил ей сыграть и снять. Сказал, что выложишь видео в сеть и сделаешь ее знаменитой. Нет, ей не слепили мозг из хлеба. Ей просто в черепную коробку взяли и вставили булку свежеиспеченного хлеба. Обожаю свежеиспеченный хлеб. Да. Самый вкусный. В общем, как вы можете понять, накал страстей нехилый. Только накал от слова «кал». И когда смотришь этот фильм, так и хочется сказать его создателям. Пшел в жопу! Пшел, ты пшла, ты и ты туда же! Но я не могу, у меня важная миссия. А на их галдеж приходит охранник и такой: тут съемка видео запрещена, блядь. И ребята уходят, качественного контента не наснимавшие. Плюс к этому из их дружного коллектива выбывает Крис. И новенький, ведь он использовал их, чтобы найти пропавшую сестру. И подогнал им идею для выпуска, которая как раз была им так нужна. Короче, все расходятся кто куда. Крис, как будто бы осознав, что накосячил, хочет поплакаться кому-нибудь в жилетку. Я просто хочу поговорить, и все. За поговорить тебе надо в другой фильм. Хлоя же слышит подозрительное пение. Но на процедуру мануальной терапии с вправлением атланта попадает Крис и благополучно выбывает из фильма. К слову, Хлоя у него в телефоне записана просто как Хлоя. Видимо, ее он тоже трахнул и понял, что никакая она не амейзинг. Хотя все познается в сравнении, а я сомневаюсь, что он трахал Эндрю Гарфилда в костюме Человека-паука. Ну да ладно, Криса больше нет, а эти двое уже подумывают его заменить. Что ж, Крис больше не может участвовать в шоу. Можно начать прослушивание в понедельник и устроить своего рода проверку. Отличный план! Только вы, кажется, забываете, что у вас осталось 6 дней на создание нового выпуска, и что где-то там спонсор гневится. О нет! Вот-вот, правильная реакция. Но нет, на самом деле она вспомнила про камеру в лифте, которую они забыли забрать. Поэтому они решают вернуться за ней, в то время как Райан уже вернулся и вовсю катается на лифте. Ведь здание, куда посторонним вход воспрещен, открыто круглосуточно, и про магнитные замки там не слышали. Ну а мы в 3-й раз за фильм вынуждены на протяжении почти 4 минут смотреть, как челик катается на лифте. У-ля-ля, гименей, у-ля-ля, В общем, Райан, проведя ритуал безукоризненно четко, попадает таки в параллельное измерение, где все такое красное, цветы никто не поливает, а на небе кто-то решил сыграть в крестики-нолики, но не нашел партнера. А по улице бродит какая-то ненормальная гимнастка, с которой Райан решает не вступать в контакт и бежит обратно к лифту, но лифт занят. На нем уже катаются эти двое, поэтому Райан прячется, да так, что его теперь хрен найдешь. Ну, по крайней мере, сейчас он спрятался лучше, чем в прошлый раз. Эти же двое, переполненные скепсисом, приезжают на 5-й этаж и игнорят все предостережения, за что получают
и от девушки с 5-го этажа, в лучших традициях фаталити из Mortal Kombat. После чего она прибирается в лифте, поэтому таки дождавшийся его Райан не обнаруживает следов побоища, а только камеру, записанным на нее побоищем. Да, без планшета камера все благополучно сняла. В общем, он договаривается встретиться с Хлоей в офисе. И помните, был в фильме еще один парнишка. Вам, наверное, интересно, какая участь постигла его. А он с того момента, как они разошлись, все время просидел на остановке в ожидании автобуса. И если бы он в процессе козюлю пальцами катал, то к этому моменту ею можно было бы Индиану Джонса напугать. И мало того, что он за кадром 20 минут хронометража провел на этой остановке, так фильм теперь еще решает показать нам, как он это делает. И, несомненно, это отличный материал для Лехи Реактивного. Но он заболел переломом пальцев. В итоге Мэтти с остановки прогоняет девушка с 5-го этажа, которая прямо оттуда и приземлилась на крышу остановки, видимо. Какого хрена ей от него надо, непонятно, он вроде бы не подглядывал. Видимо, это очередное проклятие, которое работает по принципу Я все равно вас всех захуярю. Мне повод не нужен. Хотя они потом говорят о том, что они обернулись в лифте. Ты обернулся? Да, потому что Хлоя обернулась. Но я что-то не понял, когда это произошло. Ну да ладно, насрать. Мэтти тоже бежит в офис, а по дороге заглядывает в ресторан за солью, как братья Винчестеры завещали. Магазины, видимо, уже не работают. И вот они в офисе. Мэтти соорудил солевое убежище от нечистой силы, а Хлоя нашла инфу про то, откуда взялась девушка с 5-го этажа. И согласно легенде, это студентка, которую заперли в шахте лифта ее сокурсницы для посвящения в женский клуб. Потом благополучно про нее забыли на все выходные, а в понедельник ее сначала раздавило, а потом разорвало лифтом. Причем тут 5-й этаж, думайте сами. Они начинают думать, как усмирить этот мстящий дух, как будто это какое-то математическое уравнение, которое можно решить с помощью пары формул. Как вдруг Мэтти принимается напевать какую-то песенку. И они такие: Что это за мелодия? Я не знаю, услышал где-то, прилипло. На самом же деле он начинает напевать какую-то детскую песенку про лифт. Я слышал ее. Когда был там, она пела ее. И исходя из ее текста, они придумывают, как закрыть двери в другое измерение и снять проклятие. Двери закрылись, и дальше едем вновь. Так мы не закончили игру. Значит, нужно сыграть снова. Мы должны выйти в ее мир И дальше едем вновь. Так мы закроем дверь. Да, но Райан вроде бы как закончил игру, а дверь не закрылась. Или я чего-то не понимаю. В любом случае, вооружившись детской песенкой, они собираются избавиться от девушки с 5-го этажа, которая уже тут как тут и всеми правдами и неправдами пытается встать на ноги, как будто она только что выполняла асану «Бараний рог». А когда наконец встает, игнорируя соль, хватает Мэтти. Она не может переступить круг. Говорю же вам, интернет не врет. То есть как бы фильм ужасов про городскую легенду говорит нам, что это все неправда, что нечистая сила боится соли, что нельзя верить всему, что пишут и показывают в интернете, что нельзя обрести силу земли, засунув огурец в анус. В общем, эти двое убегают от призрака, который может в любой момент времени оказаться где угодно, и даже может быть одновременно в 2 разных местах. Хотя, может быть, она поела и теперь спит, свернувшись калачиком. Так или иначе, вот они уже в этом лифте. Вдруг не сработает. Должно сработать. Это же детская песенка. Когда такое было, чтобы детская песенка не сработала? Если не сработает, убегай. И не оглядывайся. Это уж точно сработает. Мстительные духи очень плохо бегают. А потом еще переспи с футбольной командой и передай им проклятие. Это тоже должно сработать. А если не сработает, то как минимум получишь amazing sexual experience перед смертью. Ну и да, кстати, нам в который раз показывают, как кто-то катается на лифте. И у меня уже у самого начинается какой-то уля-ля, гимена и уля-ля от этого фильма. Хорошо, что все скоро закончится. Стой. Сейчас она войдет сюда. И пернет. Да ехайте вы уже шустрее. Короче, они приезжают на 5-й этаж и не смотрят. Потом нажимают 1-й и уезжают в Красный мир, где у Райана случается приступ. Это она. Это Бекки. Я знал, что ты здесь. Нет, это обман. Но Хлое удается привести его в чувство. Они едут вниз, но лифт останавливается на 5-м этаже. Они не смотрят. Двери закрываются, и они едут дальше. Как вдруг... Куда вы? Hasta la vista, baby. Ну а Райан опять приезжает в Красный мир. В детской песенке
И получается, еще одно невероятное разоблачение от этого фильма, который, кстати, закончился. И, по-моему, это было максимально пресно, вторично и безыдейно. Либо я не понял задумки режиссера, но лифты страшнее точно не стали. Это очередная банальная история про мстящего духа, которую можно связать с чем угодно, хоть с радиатором отопления. У меня же на этом все. Всем спасибо за внимание и уля-ля гимен... Подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии, чтобы понимать, откуда это берется. Все, пока-пока. Добро пожаловать. Пожалуйста, нажмите кнопку. Заходите. Пожалуйста, нажмите этаж. Мне на 5-й. Удачи в поездке.